Много ли вам известно о воронах? Наверняка, зная, что это пернатое создание столь привычно и часто встречается в нашем окружении, вы не придаете ему особого значения, ведь вороны кажутся своими. Однако знали ли вы, что эти, казалось бы, обычные птицы, которые каждый день пролетают мимо вас, считаются одними из самых умных животных в мире? Их интеллект и способности удивляют ученых уже многие годы и ставят их на один уровень с дельфинами и приматами. Их социальная структура, способность решать сложные задачи и даже использовать инструменты — все это делает их поистине уникальными созданиями. И сегодня мы расскажем вам, как именно вороны способны на невероятные вещи, а также о том, почему для человека эти птицы могут стать настоящим кошмаром, и почему всему миру следовало бы их бояться и знать об их способности к мести. В последнее время в Великобритании, а точнее в маленьких городах и сельской местности этой страны, вороны действительно стали настоящим источником беспокойства и страха. Дело в том, что в этих местах эти птицы часто и безжалостно атакуют местный скот. Их поведение можно описать как крайне жестокое и безжалостное. Например, широко известен случай, когда одна из ворон атаковала овцу прямо во время ее родов, в момент, когда она была наиболее уязвима и беззащитна. В другое время, когда овца была в полном сознании, она вполне могла бы попытаться защититься. Но во время родов, когда беспокойство и страх искажают разум, она была абсолютно беспомощна. Ворона воспользовалась этим, нападая на нее снова и снова, и в итоге выклевала ей глаза, что, конечно же, является настоящим ужасом для любого человека. Подобные инциденты происходят очень часто, и фермеры постоянно обнаруживают овец, которые ослепли из-за того, что вороны выклевали им глаза, запугивая скот и нарушая их спокойствие, что становится еще одной болезненной проблемой для тех, кто ведет сельское хозяйство. Не секрет, что эти птицы порой нападают и на людей. Например, в Индии, в штате Мадхья-Прадеш, живет мужчина, на которого эти пернатые каждый день совершают жестокие нападения, как только он выходит из дома. И это стало настоящим испытанием для него. Все началось еще в 2016 году. Тогда мужчина просто шел по своим делам, когда внезапно заметил птенца вороны, который застрял в железной сетке. Чувствуя сострадание и желая помочь, он решил спасти его и даже сумел вытащить. К сожалению, его добрые намерения не закончились успешно. Птенец умер прямо у него в руках, и сердце мужчины наполнилось горем и сожалением. Скорее всего, взрослые вороны увидели все, что произошло, и пришли к выводу, что в смерти птенца виновен именно этот человек, и, действуя по своей натуре, начали ему мстить, сохраняя естественные инстинкты агрессии. Вначале птицы нападали на мужчину поодиночке, но затем начали атаковать его целыми стаями, что создавало настоящую атмосферу ужаса вокруг него. Он первое время не обращал на это особого внимания, думая, что это всего лишь случайности, но в какой-то момент понял, что вороны нацелились только на него одного, и больше от них не страдает никто вокруг. Это осознание наполнило его тревогой и страхом, и он начал целенаправленно думать о том, как защитить себя. Тогда мужчина начал всюду носить с собой палку, чтобы отгонять птиц. Но это не решало проблему. Эта ситуация показывает, что вороны не только жестокие и месть, но и очень умные. У них есть способность запоминать лица и связывать их с определенными действиями. Это удивительное проявление интеллекта в сочетании с, казалось бы, инстинктивными реакциями становится серьезной угрозой для беззащитных людей. Хоть мужчина и не пытался обидеть воробья, эта история все равно учит нас тому, что нельзя причинять вред кому-либо. Это важный урок для человечества, который мы должны осознать. Ведь неизвестно, какие последствия могут ждать человека за его действия. Даже такие маленькие существа, как птицы, могут запомнить то, что натворили люди, и начать действовать в ответ на причиненную им боль. А если учесть, что вороны обитают по всему миру, и встретиться с ними можно буквально где угодно, то не будем обходить стороной и Берлин. В этом городе,
Особенно в мае, когда у ворон начинается сезон размножения, они становятся крайне агрессивными, яростно защищая свои гнезда и птенцов. И тогда можно смело говорить, что наступает сезон нападения. Вороны нападают на пешеходов и велосипедистов, и иногда такие столкновения заканчиваются серьезными травмами. В других случаях люди отделываются лишь испугом, но и это нельзя назвать безобидными последствиями. Только представьте, вы просто идете по своим делам, с добрыми намерениями, как вдруг на вас неожиданно набрасывается агрессивная птица, и ваши мысли о мирной прогулке превращаются в ужас и панику. Пережить такое совсем непросто, и подобные инциденты становятся темой обсуждений среди местных жителей, страдающих от необоснованных атак пернатых хищников. В Берлине на некоторых улицах даже установлены специальные знаки, которые ясно предупреждают об агрессивности ворон в это время года. Однако успокаивает людей лишь то, что такие жестокие птицы становятся только на несколько недель. Когда птенцы подрастают, вороны переключаются на защиту своих малышей от хищников, которые также представляют серьезную угрозу. Но это не так просто успокаивает людей, которые все равно продолжают побаиваться этих птиц даже после окончания сезона. К тому же многие связывают ворон с некой мрачностью, магией, кладбищем и даже смертью, что усиливает их коннотации в обществе. Кстати, знаете ли вы, что вороны могут красть свечи с могил? Они делают это, чтобы съесть питательный воск, в который иногда добавляют сало. И этот факт делает всю ситуацию еще более интересной. Такое поведение часто наблюдается, например, в Скагене, Дания. Здесь вороны крадут могильные свечи, с которыми связываются ассоциации с памятью и скорбью, и затем бросают их на взлетно-посадочную полосу аэропорта, которая располагается неподалеку от кладбища. Это поведение удивляет и даже пугает, когда люди осознают, что птицы могут действовать так, чтобы бросить вызов всему, что их окружает. Кое-кто даже видит в таком поведении зловещие мотивы. Ведь если стекло на взлетно-посадочной полосе повредит шасси самолета, это может привести к серьезным катастрофам и несчастным случаям. Понимают ли это птицы? Кто знает. Возможно, это тоже их месть за ущерб, причиненный людям. И, в свою очередь, люди тоже постоянно вредят птицам их естественной среде обитания. Дыхательная система пернатых очень чувствительна к загрязняющим веществам в воздухе, в то время как их чувствительность к любым источникам дыма и опасных испарений делает их легкой добычей для различных заболеваний. Просто представьте, какой ущерб будет нанесен той же вороне, если она подберет клювом тлеющую сигарету на земле, или каково ей дышать токсичными частицами в атмосфере. Может быть, вороны на самом деле и не такие жестокие, как нам кажется. Может, они просто защищаются как могут, пытаясь выжить и адаптироваться к условиям, созданным человеком. Помните тот заснятый на камеру случай, когда в Латвии ворона помогала ежу перейти дорогу? Птица клевала его, будто подгоняя, чтобы он поторапливался и не попал под колеса проезжающего автомобиля, что было весьма благородным поступком с ее стороны. Но и здесь мнения разделились и вызвали массу обсуждений. Возможно, ворона клевала ежа, чтобы тот высунул свою голову, который мог бы стать ее легкой жертвой и лакомством. Такие споры показывают, как неоднозначно может быть восприятие этих животных. В конце концов, только вам решать, как вы будете относиться к воронам, к их поведению и привычкам. Но задумываясь об их поведении, не стоит забывать, что какими бы мстительными и жестокими ни были эти птицы, не признать, что они невероятно умны, просто невозможно. Эти удивительные создания продолжают жить на грани между страхом и восхищением, бросая вызов нашему восприятию мира и всей его загадочности. До скорого!